Я второй день на Сингапуре, мы уехали на остров Сентоза. И позади меня символ невероятного парка Universal, который мы планируем сегодня посетить. Репортаж будет отсюда, будем рассказывать, показывать, какие аттракционы, развлечения. Очень много людей, несмотря на то, что пятница, никаких праздников, собственно, нет. Все равно это очень посещаемый парк. Поедем развлекаться. Мы купили тикеты, которые на 2 взрослых и 1 ребенка, потому что Тихон нас бесплатно обошли, 179 сингапурских долларов. Это около 8000 рублей, я считаю, очень адекватная цена по сравнению с парком Пороро, за который мы отдали чуть больше 3. На целый день в мегапарке развлечений очень супер. Мы приехали сюда самый раз, очень вовремя, потому что только-только парк открывается в 10 утра. Вот такая вот очередь на входе. Это считается маленькая очередь, немного людей. Мы внутри 7 тематических зон и 24 уникальных аттракциона ждут нас сегодня, о которых мы вам будем рассказывать. Итак, первый аттракцион, который встретил нас, это Мадагаскар DreamWorks. Вход разрешен даже для самых маленьких, таких как Тихон. Ему еще нет 2 лет. Вот, по росту мы проходим. Посмотрим, что внутри. Итак, мы все готовы. Посмотрим, что... В общем, была детская прогулка на водном транспорте по тематике мультфильма «Мадагаскар», где были герои этого фильма, различные приключения. На карусельке она тоже сделана в виде героев мультфильма «Мадагаскар». Кирилл едет на какой-то бешеной старушке, а мама впереди на зебре или на ком-то, я не вижу. Если честно, этот аттракцион только для детей, но и куча взрослых здесь развлекаются. Блин, я не видел такого. Взрослые дядьки, вообще тетки нормально отдыхают и веселятся. Это карусель короля Джулиана, на которой мы только что катались. Впереди нас ждет замок принцессы Фионы, да, и хижина Шрека. Пойдем сходим, посмотрим, что там внутри. Нет, это не туалет. Поднимаемся в горочку. Чё, как? И сегодня да. Страшно. Чё, не понравилось, Кирюш? Чё, жесть была? Да. Жизнь. Кирилл сказал, что ему не понравилось, хотя в Порт-Авентуру он гонял на более сумасшедших горках. Это была такая легенькая разминочка, так сказать. О, я пошел ловить Тихона. Ну что ж. Кстати, тоже есть фонтанчики с питьевой водой. Это очень хорошо и удобно, когда можно освежиться. А мы идем вот в прекрасный замок принцессы Фионы. Посмотрим, что внутри. Надеюсь, там светло и можно будет снимать GoPro-шкой. Замок похож на диснеевский. Он же Нойншвайнштайн и т.д. и т.п. Прикольный 4D кинотеатр с мультфильмами на английском языке. В принципе, спокойно и весело передохнули от жары. Сегодня у нас солнышко, поэтому припекает. В кинотеатре кондиционеры работают, было весело. А когда мы катались на аттракционах, я скрытно доставал камеру для съемок на американских горках. Мне сделали предупреждение, сказали, больше так не делай. Поэтому съемок с таких аттракционов больше не будет. Были в зоне Шрека, Far Far Away. И отправляемся сейчас к коту в сапогах. Остались наши очереди. Потратили где-то 10 минут на то, чтобы дождаться. Очень быстро все. Такие импровизированные кабинки.
И сейчас будет подъем на бобовый стебель со спецэффектами. К сожалению, вам ничего не покажу. Съемка здесь запрещена. Как ты думаешь, Кирилл, будет круто? Да. Больше понравился мне этот парк. Этот парк понравился. Кириллу очень понравился этот аттракцион. Он достаточно легкий, без перегрузок, но в то же время красочный и эмоциональный. Всем советуем кататься в сапогах и подъем по бобовому стеблю. Тот самый бобовый стебель, по которому мы поднимались, так по спирали внутри вот этого здания. И потом наша тележка, наша вагонетка летела вниз с поворотами. Очень прикольно было. И, в принципе, для детей любого возраста, правда, от 100 сантиметров. Мы покидаем зону диснеевских мультиков и отправляемся в прошлое к динозаврам. Парк юрского периода, где куча динозавров. Вот есть водный мир, да, а есть парк юрского периода. Динозаврики стоят. Там, наверное, тоже какое-нибудь шоу, да? Да, он Discovery Food Court. Кормушка. Раньше нас не пустили, там рост детей от 120 сантиметров. У нас метр с кепкой. Пока что чуть-чуть не хватило Кирилла, чтобы покататься на водном аттракционе. Комар в янтаре. Это парк юрского периода аттракцион. Вот прилетает такая. Уху! Съемка запрещена в целях безопасности, я так понимаю, чтобы не выронить из рук камеру. Цирка 3 мы поедем лицом вперед, а есть еще возможность ехать лицом назад. Прикольный. Детских аттракционов, и мы пролетим на вот этих динозаврах на высоте птичьего полета, условно. Надеюсь, всем понравится. У нас не работает. Тихон, тебе нравится? Вау! Вся семья в горе на аттракционах. Здесь завершилось у нас приключение в парке динозавров, и мы отправляемся в парк мумий. Вот такой вот плавненький переход от скелетов динозавров к вот тем вот египетским статуям. Там вдалеке видно еще один способ добирания на остров Синтоза. Помимо монорельса и такси можно добраться на канатной дороге. Какой-то большой павильон, я надеюсь, там есть кондиционер, и мы пойдем немножко отдохнем. Потому что уже около 2 часов дня, достаточно жарко, сегодня нет облаков, и солнышко печет сильно. Так, там у нас он заканчивается, парк. Достаточно небольшая зона. И там вот он начинается. А вот эти самые американские горки, которые называются Галактика. Это были ручки Тихона. Дай мне поснимать, папу! Мы находимся в парке трансформеров. Здесь 2 основных аттракциона. Это Галактика и Human. Серая и красная ветки соответственно. Если кто-то был в парке Авентура, был на аттракционе Дракон, тогда это примерно то же самое, плюс-минус, может быть даже полегче здесь. На Драгон Хане было очень много поворотов на 36 или 7, 360 петель, мертвых петель. Здесь такого вообще нет, только кручение, спирали. Поэтому достаточно маленький парк, очень много людей. И вот, например, здесь ожидание на этот аттракцион составляет 1,5 часа. Пишет, здесь табло, 1,5 часа ждать, чтобы прокатиться там где-то 1,5 минуты на вот такой вот карусельке. Из детских аттракционов в зоне трансформеров, пойдем на это сядем. В зоне трансформеров вот такие вот чашечки, аттракцион чашечки. Вот так открываем дверку, залезаем. Сейчас будем вращаться здесь.
Теперь мы отправляемся в музей трансформеров, который открыт для всех, даже для самых маленьких. Фонтанчик такой вот интересный. Вот уже известные персонажи фильма нам встречаются. Вот Бамблби, кто знает. А здесь у нас аттракцион. Итак, по росту мы прошли. Все отлично. И мы отправляемся по вот этим коридорам для очередей, для того, чтобы попасть на аттракцион. Все. О! Пойдемте. Очень интересно. Какая-то лаборатория. Кирюша, не отставай, а то Десятиконы тебя захватят. Судя по всему, это 3D аттракцион, поэтому необходимо взять 3D очки. Мы берем такие вот 3D очечки и отправляемся в мир виртуальной реальности. Что? Это что? Опять что? Это будет как шарагом. Наверное, да. Пошли посмотрим. Вот такая вот кабина, которая закрывается полностью. Туда погружаются люди и отправляются в путешествие. Межгалактическое космическое путешествие. Есть открытая машина. В космолете отправляемся в приключения. Офигительный аттракцион с трансформерами в 3D, точнее 5D. Просто улетная штука, ради которой стоит сходить сюда, в Universal. Остальные аттракционы, ну, средненько, 3-4 балла, но этот на 5 с плюсом. Супер круто, просто невероятно. И в завершении парка располагается улица Сезам, которая в этом году отмечает свое 50-летие. Здесь вот проводятся представления по расписанию, соответственно, по определенному разные представления, шествия, песенки и прочее. Такая вот красота. И далее после улицы Сезам уже идет у нас зона Голливуд, где голливудские звезды, ну, которые имеется в виду на асфальте, присутствуют. И, соответственно, здания в таком стиле сделаны в американском. На улице Сезам аттракцион Spice Chase, спагетти. Детский аттракцион могут проходить практически все, даже, наверное, Тихон. Соответственно, магазинчики, продажа сувенирных изделий, кепки, игрушки, бутылочки. Так, здесь тоже представления идут внутри. Elmo's Times называется, Elmo's TV Time. Вот, и мы вышли уже снова к Мадагаскару, к этому огромному Баобабу. Здесь парк заканчивается. Заканчивается он Голливудом, как я говорил. Достаточно небольшой. Если сравнивать с европейским, даже парк Авентура, это очень маленький парк, потому что там те же 7 тематических зон расположены на более обширной территории, намного больше аттракционов. И здесь радует, что практически в каждой зоне почти все аттракционы предназначены для детей, а не для взрослых. И можно очень здорово провести время именно с детьми. Поэтому обязательно стоит посетить это место. Прекрасный парк для отдыха на целый день. Плюс вечером еще программа фейерверков и много других развлекательных программ.